В одной глухой сибирской деревне жил старик Макар Петрович. Ему давно исполнилось за 70 лет, но мужчина был еще вполне крепок и здоров. Дети давно разъехались по соседним селам, и поэтому по дому приходилось делать все самому. Старик сам занимался хозяйством, садил огород и даже ходил в лес на охоту. Вот и в один из таких походов он услышал, как кто-то тихо поскуливает в кустах. Мужчина пошел на звук и увидел в траве маленького, худого волчонка. Щенок был беспомощный и не мог стоять на лапах. Макар Петрович огляделся по сторонам, но взрослых особей рядом не было. Крупных следов он тоже не нашел. Человеческое сердце жалилось над маленьким хищником. Ему не хотелось, чтобы детеныш погиб от голода, поэтому он забрал волчонка к себе домой. Старик долго ухаживал за щенком, да и зверь не торопился уходить в лес. Так и остался маленький хищник жить среди людей. Хозяин дома дал зверю кличку Ворон из-за его темной шерсти. Прошло больше года, Ворон вырос и окреп, и стал настоящим волком, хоть и был теперь похож повадками на домашнюю собаку. Правда, садиться на цепь и охранять дом не хотел. Зверь свободно ходил по двору и одним своим видом отпугивал соседей. Макар Петрович часто отпускал волка в лес, но ворон всегда возвращался, видимо, привязался к своему хозяину. Однажды к старику пришел местный милиционер, он сказал, что соседи жалуются на пропажу кур. Люди утверждали, что это ворон нападает на домашних птиц. Он же все-таки хищник, да и по деревне ходит свободно, как обычная собака. Старик стал протестовать, но это было бесполезно. Участковый посоветовал посадить волка на цепь, иначе его могут просто пристрелить. И тогда вопрос с животным будет решен сам собой. Выбора не было. Хозяин сначала думал просто отвезти ворона в тайгу и там оставить, чтобы жил среди себе подобных. Но потом понял, что волк снова к нему вернется. Пришлось старику загнать своего питомца в собачью конуру и посадить на цепь. Волк, конечно же, к такой жизни не привык и поэтому наотрез отказался принимать пищу. Так прошло несколько дней. Зверь не ел и не пил. По ночам вся деревня не могла спать из-за его дикого воя. Соседи стали возмущаться, что так больше не может продолжаться. Старик и сам уже не мог это терпеть, да и жалко ему было ворона. В один прекрасный день он отстегнул цепь и отпустил волка. Животное тут же убежало в тайгу. Прошел месяц, но ворон так и не вернулся. Пожилой мужчина подумал, что либо зверь сильно обиделся на него, либо убежал слишком далеко и не смог выжить в глухих лесах. В соседних дворах куры пропадать так и не перестали. Кто-то видел рядом с деревней лисиц, а это значит, что ворон не был виноват в порче птицы. Но было уже поздно. Через несколько лет у Макара Петровича родилась внучка Глаша. Тогда была зима, а дочь с зятем жили в соседнем селе. Но это не останавливало пожилого мужчину, он брал ружье и ходил через тайгу, чтобы навестить свою маленькую родственницу. В тот день он задержался в гостях дольше обычного и обратно возвращался уже ближе к вечеру. Дорога была ему хорошо знакома, поэтому старик думал, что без проблем доберется до своей избушки в любое время суток. Но он ошибался. Во время очередного спуска с горы он не заметил скрытый под снегом пенек и сильно упал. Попытки подняться самостоятельно говорили о том, что нога была сломана. До деревни было недалеко, поэтому он дополз до ружья и выстрелил в воздух. Так Макар Петрович хотел привлечь внимание соседей, но никто не торопился к нему на помощь. Вдруг мужчина услышал рычание. В нескольких метрах от него стоял огромный, матерый волк. Животное скалилось и явно готовилось к прыжку. Старик понял, что не сможет справиться с диким зверем. Он закрыл глаза и приготовился принять смерть. Но ничего не происходило. Пожилой мужчина открыл глаза и посмотрел на волка. Он узнал его. Это был его волк. Животное уже не рычало. Волк еще несколько минут постоял и убежал в лес. Через час старику на помощь пришел участковый и несколько соседей. Оказалось, что ворон прибежал ко двору милиционера и стал скулить, всем своим видом волк показывал, что надо следовать за ним. Животное привело людей к старику и тут же пропало. С тех пор ворона никто не видел. Волк не понял, что хозяин привязал его на цепь для того, чтобы спасти от обиды и зла.
Он убежал в лес и не вернулся. Но, встретив старика через несколько лет, зверь вспомнил, как тот спас его еще волчонком. Ворон забыл о нанесенных обидах и помог беспомощному старику. Ведь даже голодные хищники помнят добро. Спасибо, дорогие зрители, что дослушали до конца. Делитесь своим мнением в комментариях, а также подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного.